Круизный лайнер Norwegian Breakaway попал в снежный ураган. 4 января 2018 года рейс круизный лайнер Norwegian Breakaway, направлявшийся в Нью-Йорк, прошел через снежную бурю в Северной Америке в январе 2018 года, вызвав сильный потоп в пассажирских каютах. Некоторые комнаты были настолько сильно затоплены, что некоторые пассажиры спали в общественных местах. На борт корабля обрушивались волны высотой до 30 футов, 9,1 метра, и корабль находился под наклоном, соответствующим форме волн. Некоторые гости в тот момент заболели морской болезнью норовирус. Хотя компания Norwegian Cruise Line принесла официальные извинения, инцидент вызвал возмущение тем, что некоторые гости были травмированы до такой степени, что отказались снова отправиться в круиз, а некоторые либо пригрозили подать коллективный иск, либо потребовали полной компенсации. Позднее прибытие корабля сократило следующий 14-дневный круиз на 1 день меньше. В это время в Нью-Йорке зимний шторм обрушился на район 3 штатов, но представьте, что происходило в гуще событий на круизном лайнере в Атлантическом океане. Одни из пассажиров этого лайнера отправились на Багамы на 80-летие своего патриарха. Вместо этого они вернулись обратно после того, что они назвали кошмаром на борту Norwegian Breakaway. «Это был худший момент в моей жизни», — сказала Кэролайн Росс. Она и Дель Росс поговорили со станцией, когда они направлялись в Нью-Йорк, после того, как они сказали, что их круизный лайнер на 4000 пассажиров проплыл прямо в шторм во вторник ночью в течение 2 мучительных дней в океанских волнах до 30 футов. Когда находились в круизном лайнере посреди океана, и вода льется по лестнице, мы думали, что это плохо кончится, сказала Каролина. В нашей комнате было 2 дюйма воды. Из шахт лифта повсюду капала вода, корабль начал протекать. Пассажиры описали панику и морскую болезнь в социальных сетях. Люди плакали, всех рвало. «Это был кошмар», — сказала Оливия Росс. «Он был так наклонен, что меня трясло. Семья сказала, что повсюду было разбито стекло и ливни взрывались. Я полностью травмирован. После этого я больше никогда в жизни не пойду ни на какой круизный лайнер», сказал в Нью-Йорке попутчик Эмма Францезе после того, как корабль пришвартовался. Я цеплялся за жизнь. Я, честно говоря, не был уверен, что мы переживем всю ночь. Лодка накренилась как сумасшедшая, сказал пассажир Конор Фокт. Все упало с нашей полки. Очки разбились посреди ночи. Первоначально круизная компания опубликовала заявление, в котором извинилась перед путешественниками, задержавшимися для следующего рейса компании, но не упомянула тех, кто пережил шторм. Позже они отправили второе заявление. Ранним утром 4 января Norwegian Breakaway столкнулся с более сильными, чем прогнозировалось, погодными условиями из-за зимнего шторма Грейсон во время возвращения в Нью-Йорк с Багамских островов. Все гости и команда в безопасности. Мы искренне приносим извинения нашим гостям за эти более сильные, чем ожидаемые погодные условия и любой дискомфорт, который они могли испытать. Журналисты телекомпании обратились к другим круизным компаниям, в том числе к Royal Caribbean, которые заявили, что их корабли находились в безопасности к югу от шторма, когда он обрушился. Несмотря на дни предупреждений о шторме исторического масштаба, формирующемся на восточном побережье, Breakaway придерживалась своего маршрута и попала прямо в так называемый бомбовый циклон, по сути, зимний ураган. Спустя чуть больше года после того, как она пережила круиз из ада, Делибераль и ее семья оказались среди 200 пассажиров, подающих в суд на базирующуюся в Майами Norwegian Cruise Line. В жалобе, поданной в Федеральный суд Южной Флориды,
путешественники обвиняют круизную линию в халатности и сознательно попадая в массивную погодную систему. Их адвокат Майкл Винклеман из майамийской фирмы Lipton Morgulis отмечает, что это не первый раз, когда круизная линия ставит пассажиров на пути сильного зимнего шторма. Это не разовый случай, говорит Винклеман, чей офис также представлял пассажиров этого корабля. И вы действительно должны увидеть это с точки зрения круизной линии, то есть, если они не следуют маршруту, они не зарабатывают деньги. Поэтому для них отклонение от своего курса означает огромную потерю дохода для них. По-разному, и, на мой взгляд, это важный фактор, объясняющий, почему они готовы рисковать жизнями пассажиров. Это всемогущий доллар, который поистине трагичен. Norwegian Cruise Line, пассажиры которой заявили, что не предлагали возмещения после мучительного инцидента, отказались комментировать иск. Ранее компания обвинила в неспокойном путешествии более сильные, чем прогнозировались, погодные условия. Но, как указывается в иске, предупреждения о сильном шторме поступили уже 31 декабря. В тот день Центр прогнозов океана Национальной метеорологической службы предсказал очень опасные морские условия в Атлантике, ожидаемые позже на этой неделе, и призвал морские интересы внимательно следить для обновлений. Подобные прогнозы были опубликованы и в ближайшие пару дней. Около 5 часов 30 минут утра 2 января Центр прогнозирования океана предупредил, что 3 и 4 января сильный шторм с ветрами ураганной силы будет двигаться на северо-восток от побережья. 33 фута к 4 января. Более чем через 12 часов после этого предупреждения, около 18 часов ровно 2 января, норвежский лайнер покинул Багамы и направился в Нью-Йорк. Пассажиры плохо понимали, что их ждет впереди. Делиберали говорит, что заметила, что вода становится бурной и усиливается ветер. Но сотрудники Norwegian Cruise Line были прозрачны в том, с чем собирался столкнуться корабль. «Вам действительно казалось, что вы остались в неведении и в темноте», вспоминает Делиберали. 3 января, как и предполагалось, волна поднялась. Люди заболели морской болезнью. Экипаж пытался подать еду, но все было выброшено со столов на пол. Вода пропитала ковер и потекла через раздвижную стеклянную дверь в комнате Делиберали. По ее словам, передвигаться по коридорам было сложно. В зависимости от того, где вы были, вам казалось, что вы карабкаетесь, потому что корабль был буквально на боку. Когда условия ухудшились, капитан повторил то же сообщение. «Дамы и господа, мы находимся в бурном море, и мы оптимизируем нашу скорость и курс, чтобы минимизировать движение корабля». Это вряд ли успокоило перепуганных пассажиров, многие из которых покинули свои каюты и отправились в общие зоны корабля. Делиберали вспоминает, как видел людей, бродящих по коридорам в спасательных жилетах. Шторм длился около 48 часов. Но на борту корабля это казалось бесконечным, говорит Делиберали. «Я действительно верю, что многие люди никогда не думали, что они снова увидят Землю», говорит она.